Нежное лимонное печенье с ярким ароматом и красивыми трещинками. Мягкое внутри и слегка хрустящее снаружи. Для приготовления теста мне понадобится, чтобы у теста получился еще более насыщенный лимонный аромат, ароматизируем сахар. Высыпаю его в миску и натру на терке цедру 2 лимонов. Снимаю только верхнюю желтую часть, так как белая горчит. И второй лимон. Также в сахар я добавляю щепотку соли и хорошо все растираю ложкой. Мне надо, чтобы сахар пропитался вот этой лимонной цедрой, чтобы она отдала весь свой аромат, все свои вот эти ароматические масла. Посмотрите, сахар сразу окрашивается в желтый цвет. Для усиления цвета я рекомендую добавить в это тесто немного куркумы, буквально щепотку, четверть чайной ложки. Она не будет ощущаться в тесте, но придаст очень красивый желтый цвет. Также для печенья понадобится сок лимона. Выдавливаю. В зависимости от того, насколько сочные лимоны, может понадобиться 1 или 2. Мне надо 60 мл сока. В муку я добавляю пол чайной ложки соды пищевой. Можно, конечно, использовать и разрыхлитель для теста, тогда берите его чайную ложку. И хорошо перемешиваю. Надо, чтобы сода равномерно распределилась в муке. Разбиваю в миску 2 яйца среднего размера. Всыпаю ароматный сахар. Как пахнет лимонная цедра, просто обалденно. Также я сразу добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю венчиком. Тесто здесь невероятно простое. Для приготовления не нужен миксер. Вливаю растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим, а просто комнатной температуры. Вливаю лимонный сок. И просеиваю муку вместе с содой. Хорошо все перемешиваю лопаткой. И тесто готово. Все очень быстро и просто. Посмотрите, какое должно получиться тесто. Оно не должно быть плотным. Оно вот такой средней консистенции, текучей, можно сказать, слегка. Единственное неудобство в приготовлении этого теста, что ему надо обязательно постоять часов 5 в холодильнике. Тогда тесто уплотнится, станет более таким плотным, и из него будет легко формовать печенье. Но, кстати, такое тесто может достаточно долго стоять в холодильнике, поэтому его можно приготовить заранее, и оно может стоять у вас хоть день, хоть 2. И вы, когда надо, взяли и приготовили быстро вкуснейшее лимонное печенье. Тесто я закрываю пленкой и отправляю в холодильник. Часов на 5-6. Мое тесто стояло в холодильнике всю ночь. Посмотрите, как оно застыло. И вместе с тем оно стало вот таким достаточно рыхлым. Я беру немного теста, примерно такую столовую ложку с горкой. Также мне понадобится немного воды для того, чтобы смочить пальцы, чтобы можно было сформировать шарики. Также здесь у меня тарелка с сахаром и тарелка с сахарной пудрой. Это нужно для того, чтобы у печенья образовались вот такие характерные трещинки. Итак, пальцы я смачиваю водой, беру тесто, скатываю шарик и сразу же отправляю его в сахар. Сформую несколько шариков. Размер вот этих шариков выбирайте сами, какой вам больше нравится. Я делаю примерно по 35 граммов. Не надо слишком большие, но и не надо маленькие. Печенье получится такого среднего размера. Обязательно пальцы смачивайте водой, чтобы тесто не прилипало. Теперь эти шарики я хорошо обваливаю в сахаре со всех сторон и сразу же отправляю в сахарную пудру. И также хорошо обваливаем в сахарной пудре со всех сторон. Получаются вот такие маленькие снежки. Не жалеем сахарной пудры, потому что именно благодаря ей появятся вот такие характерные трещинки, островки. Шарики теста перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Обязательно выкладываем на расстоянии друг от друга, так как печенье будет расплываться в духовке. И таким образом формирую все печенье. У меня на моем большом противне поместится 12 штук.
Первую партию печенья я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-14 минут. Следите за печеньем, оно должно оставаться очень нежным и мягким. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. И пока у меня выпекается первая партия печенья, я быстро формирую следующую. Всего из этого количества ингредиентов у меня получится 20 штук печенья. Такого достаточно крупного размера. Первая партия печенья испеклась. И вы только посмотрите, какое оно получилось замечательное. Выпекалось оно у меня ровно 12 минут. Самое главное, не передерживайте его в духовке. Оно должно быть вот таким очень нежным и мягким. Сейчас я оставляю его остывать буквально на 2 минуты на противне и только потом снимаю на решетку. Простой рецепт из доступных продуктов готовится без миксера. И получается великолепное печенье, которое идеально подходит к чаю или кофе, и на одном просто невозможно остановиться. Оно буквально тает во рту.